Народ, всем привет! Перешла поздняя осень, на дачу уже ездим не часто, максимум раз в месяц. Погода плохая, делать нечего. Единственное, что катаемся, сад вырезаем. И возникла идея сделать там видеонаблюдение. Причем идея возникла давно. Летом мы провели высокоскоростной интернет, оптоволокно. У нас там интернет 100 мегабит в секунду. А с телевидением, с телефонной линией, со всей ерундой, это стандартное предложение от Белтелекома, по-моему, Ясно 100 тариф называется. Хотя такую же фичу можно сделать и через какой-нибудь 3G, хотя главное, чтобы была хорошая пропускная способность интернета, потому что видео достаточно массивное идет, и надо хорошая скорость. В нашем случае я хотел сначала тоже придумать что-нибудь с 3G, но как выяснилось, в том месте, где у нас находится дача, интернет через мобильную связь ловит очень плохо. Лайв 3G то не сильно, Волком 3G, 4G не ловит, МТС тоже 3G, 4G не ловит, и все достаточно слабо, там даже 3G с натяжкой. Хотя очень интересно, город недалеко. Может, от того, что там как в яме получается такое вот местоположение. Поэтому провели высокоскоростной интернет, все лето прожили на даче, пропользовались, прорадовались. И вот пришел к видеонаблюдению. Что будем делать? Будем ставить вот такую вот камеру. Камеру заказал на Алиэкспрессе. Вот от нее скриншот с магазина. Камера стоила порядка $23. Она уже шла в комплекте с флешкой на 32 гигабайта. Тема опциональная, можно флешку заказывать, можно не заказывать. Камера идет поворотная, она подключается, может, по Wi-Fi, можно ее подключать по кабелю, она может работать самостоятельно, просто как в режиме AD. Ну, сейчас на все посмотрим. Так, что у нас было в коробке? В коробке у нас была сама камера. Камера, кстати, достаточно массивная. Казалось, что она будет гораздо меньше, когда на нее смотришь на картинки на Алиэкспрессе. Камера вот так вот крепится на стену. Две Wi-Fi антенки. Причем антенки, ну, наверное, не бутафория. Вон к ним идут провода. Поворотный механизм. Слышно, как работают шестеренки внутри. Причем она поворачивается как влево-вправо, так и вверх и вниз. Дальше посмотрим на все это дело. Провод в конце на два коннектора. Один питание 12 вольт 2 ампера. Второй на RG45, на сетевую вилку. По питанию. В комплекте к ней идет вот такой вот блок питания с евро-розеточкой и нужным нам коннектором. Это 5 на 25, по-моему. Так вот присоединил в розетку, и все работает. Ну, а сюда сетевая вилка, если подключаться по кабелю. Еще читал в интернете, что можно на эту тему организовать PoE, то есть питание по RG45. Но мы так делать не будем. Мы будем пускать по обычной 12-вольтовой сети. Еще с Алиэкспресса я заказал переходничок. Вот такой. Заказал его, ну, это не переходничок, это удлинитель. Он идет совсем коротенький, на 1 метр, но я его потом разъезжу и удлиню на метров 25. Есть идея, как себе красиво проложить проводку от розетки, где будет торчать вот это, до места, где будет висеть камера, чтобы ничего не было видно, все было аккуратненько спрятано. Значит, что еще у нас интересного в самой камере? Камера у нас, конечно же, с ночным видением, и, как вы видите, у нее идет 4 инфракрасных светодиода, 4 обычных светодиода, то есть она светит как фонарь. Внутри матрицы у нас стоит 2 мегапикселя, есть опционально еще на 3 мегапикселя. Конечно же, идет датчик освещения, микрофон и динамик. Камера с обратной связью. Если кто-то идет по двору, на него можно и поругаться. Снизу идет такая вот резиновая защелочка. Здесь стоит флешка. Ну, в нашем случае флешка на 32 гига, которая у нас шла от продавца. И тут же стоит кнопка сброса.
настроек, до заводских настроек. Так, все хорошенечко закрываем. Дальше, что было еще интересного в коробке? Кроме камеры и блока питания, в коробке у нас лежит крепежик. Это чтобы стену крепить. Герметичная муфта для RG45, если проводить на кабель. Инструкция по эксплуатации. Причем инструкция, она больше по подключению, а не по эксплуатации. Китайцы в этот раз, конечно, намутили. Грубо говоря, написано: сделайте как на картинке 1, сделайте как на картинке 2 и так далее. Но обратите внимание, картинки пустые. Поэтому все приходится делать интуитивно. Ну что, подключим, посмотрим. А в подключении, чтобы ее было удобно вешать, нам поможет детский конструктор. Соорудил из него такую вот как подставочку. Сюда закрепим нашу камеру. У нас будет испытательный стенд. Вот так вот я подальше отодвинем, чтобы было лучше видно. И подключим в розетку. Поначалу светит светодиодами, потом идет проверка ПТЗ. System starting up. Connecting. Please wait. Сейчас она подключится к Wi-Fi. Connector router successfully. Так, все, камера наша загрузилась. Есть, кстати, моменты, которые сходу насторожили, не очень понравились по качеству. Вот если сейчас камеру через приложение покрутить, ПТЗ так называемое, вот мы ее крутим влево-вправо, все нормально. Никаких посторонних звуков, ничего подозрительного. Но стоит ее покрутить вверх-вниз, вверх это максимум, она иногда издает какие-то странные трески. По подсветке, что у нас получается? Так. Выключаем свет и смотрим. Вот у камеры включились инфракрасные светодиоды. В темноте их видно, как вы видите. Если поставить руку, интересно, как камера отреагирует. От руки сильно не видно отражения инфракрасных. И включим обычный, который как фонарик. Хоп, загорелись обычные светодиоды. Светит очень ярко, я хочу сказать. Почти полностью освещает комнату. Когда включаем свет, датчик освещенности видит, что в комнате темно, и вырубает сам автоматически подсветку. Так, и что у нас по звуку? Как я говорил, камера с двухсторонней связью. То есть мы можем включить интерком и что-нибудь сказать. Вот так нас будет слышно. Проверка связи. Точно так же, если что-нибудь сказать в камеру, мы будем слышать это из мобильника. Вот. Пример.
Видите? Все слышно. Видите? Все слышно. Вот такие пироги. По программному обеспечению. Камера может управляться абсолютно с любого устройства, будь то компьютер, будь то мобила. Удобнее всего с мобильника, но функционал с компьютера гораздо больше. Причем с этой камерой можно творить за ее стоимость откровенно чудеса. Камера не просто вешается и записывает на флешку то, что происходит на улице, который в ней стоит. Камера транслирует видео потоком в интернет. При всем при этом вы абсолютно из любой точки мира можете к ней подключиться с мобильника либо с компа. Если в поле зрения камеры попадает злоумышленник, то в камере срабатывает, на программном уровне, конечно, детектор движения. У нее есть функция, она начинает поворачиваться и следить за предметом, который движется без остановки. Если кто-то попадает в детектор движения, она посылает сигнал тревоги на мобильное приложение. То есть вы увидите, что что-то идет не так там, где идет наблюдение. Также она может отсылать скриншот на электронную почту, если сработал детектор движения. Также она может посылать кусками видео по 20-30 секунд. Это как вы уже настроите в настройках на FTP-сервер, который будет к ней подключен. Поэтому вещей у нее функционал очень хороший, очень интересный. За эти деньги это просто чудо. Вот. Что мы с ней вообще будем делать? Мы ее повесим на даче, на угол дома. На угол именно для того, чтобы осматривать как входную дверь, так и непосредственно сам двор. Камера поворотная, при помощи этого это можно и делать. А также мы настроим ее, чтобы она открывалась с телефона, настроим, чтобы она открывалась с компьютера. Причем есть специальное приложение CMS от Polyvision. Очень классный функционал, и через него можно очень гибко настраивать камеру. И также настроим такие фичи, как посылка письма после детекции тревоги на электронную почту со скриншотом и на собственный FTP-сервер. А FTP-сервер мы организуем на базе домашнего роутера, который у нас стоит в городе. В роутер воткнем флешку, он и будет FTP-сервером. Фактически, если злоумышленник во дворе просто сопрет камеру, то все, что он будет делать, к нам перелетит на FTP-ху до того момента, пока он ее не вырубит. Вот такое вот чудо-устройство. Ну и давайте посмотрим еще функционал самой программы, которая идет непосредственно управление самой камерой, пока что на мобильном телефоне. Так, значит, приложение, которое нам надо, это ITC. Вот это вот. Заходим в приложение, регистрируемся, подключаем к нему камеру. Это все достаточно просто. После того, как мы заходим в свой аккаунт, мы имеем вот такое вот меню. Чтобы зайти в управление самой камерой, жмем по центру, где кнопка Play. Нажали, он предлагает нам бесплатное облако на месяц, а потом за бабло. Нам это не надо, мы облако свое сделаем сами, об этом будет отдельное видео. И что мы имеем? Камера у нас подключена по Wi-Fi к модему, уже в этой же сети. Но это не важно, даже если мы переключимся на мобильный интернет, он все равно не потеряет связь с камерой. Переподключиться, потому что камера у нас вещает изображение, как я уже говорил, в интернет. По программе, по функционалу, что мы имеем? По центру мы имеем окно изображения с камеры. Оно идет вживую. Вот, пожалуйста, подставим руку, чтобы вы понимали, как это происходит. Сразу в этом же окне мы видим, что можно отключить звук или включить звук. Можно включить SD изображение, тогда качество видео будет хуже, но будет меньше потреблять интернета. Нам же, конечно, хочется Full HD. Можно растянуть изображение, либо сделать так, чтобы картинка была автоматической. Можно сделать вот такое вот время записи. Такой вырезать кусочек, он сохранится в памяти телефона. Автотрек. Вот это очень интересная функция. Если ее включить, то наша камера будет следить за предметом
Причем я ее не кручу, она сейчас сама пытается уследить за моей ладонью. Ну и то же самое будет, если непосредственно на улице кто-то будет идти под камерой. Пока мы ее выключим. Назад. Вернемся обратно в окно управления. Здесь же можно поставить круиз-контроль. На каждую из зон мы назначаем ту точку, которую мы хотим видеть на камере, и она будет поворачиваться в ту сторону. Дальше. Архив записей. Зайдя сюда, мы можем посмотреть наши фото и видео, которые записаны на флешку непосредственно самой камеры. То есть мы сюда заходим и видим вот эту вот хронологию видосов. Все это лежит не у нас на телефоне, не на нашем FTP, не где-то в облаке. Все это дело лежит непосредственно на SD-карте нашей камеры, которая висит где-то далеко, там за 3-9 земель от нас. Причем видосы можно посмотреть как и постоянные, обычные цикличные записи, она пишет по кругу, пока всю память не забьет, либо те, которые отрабатывали непосредственно по тревоге, то есть по датчику движения. То же самое с фото. Если нажать по центру на микрофон, то мы будем говорить что-то из камеры на улице. Это я уже показывал. ПТЗ – это движение нашей камеры мотора. Вниз, вверх. Дальше неприятные глюки. Допустим, если мы нажмем налево, то камера начнет поворачиваться направо. И если мы нажмем направо, камера начнет поворачиваться налево. Причем исполняет ту же самую функцию ПТЗ в программе на компьютере. Там ты жмешь влево, она ездит влево, жмешь вправо, ездит вправо. Непонятно, то ли ошибка в прошивке непосредственно камеры, либо программки. Lightning – это подсветка. Тут 3 режима. Это цветной, то есть если мы выключим свет, она включит прожектор. Чик. Вот так это выглядит. И как вы видите, освещает она нормально. Сейчас давайте мы чуть-чуть повыше ее поднимем, а то она светит в стол. Видите, в полной темноте камера очень даже достойно освещена. Следующий режим. Это черно-белый, а именно инфракрасная подсветка. Чик. И вот так это видно. Опять же, все отлично. А двойной, это она будет изначально светить у нас инфракрасным светом. Но если кто-то появится в поле зрения и включена тревога, то камера включит фонарь. Но сейчас у нас тревога выключена. Это попугать людей на улице, если что. Ну и также менюшка с кучей настроек непосредственно самого приложения. Основные настройки. Управление паролями. Камере задаются пароли, без пароля вы так просто к ней не подключитесь, даже в режиме АП. Управление тревогой, управление памятью. Можно форматировать флешку внутри, можно ставить кодеки для того, чтобы она сжимала по-разному. Длину видео разную ставить и так далее. Облачное хранилище, оно у нас не подпитано. Настройки записи, всякие доп. Настройки. Настройки сети, то чтобы подключаться к Wi-Fi. И непосредственно об устройстве. Вот такая вот интересная игрушка, дорогие друзья. Дальше будем разбираться в настройках, подключать. Я вам покажу, как ее настроить, как сделать так, чтобы она отправляла на электронную почту скриншот, когда кто-то попал в детекцию движения. Покажу, как организовать собственными силами FTP у себя дома на своем роутере, чтобы камера сбрасывала видосы при тревоге на ваш FTP-сервер, а не на какое-то платное облако, за которое нужно платить там по $10-15 в месяц. Дичь вообще. Поэтому все это будет. Потиху будем настраиваться, вешаться. И, конечно же, покажу конечный результат там, где она будет висеть, а именно на нашей любимой даче. Все, дорогие друзья, всем пока.
Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, заглядывайте в описание, смотрите другие видео, наши другие плейлисты. Там много всего интересного. Пока.